Друзья, всем привет! Мы с вами на пороге выхода новой HyperOS 4. И чем ближе выход первых беток, тем, соответственно, больше всплывает сливов, слухов, ну и, соответственно, всяких там APK-файлов якобы из новой HyperOS 4. Но сегодняшний APK-файл, он нам позволит, в принципе, так несколько уже составить первое впечатление о том, что будет в новой HyperOS 4 и на чем разработчики, в принципе, сконцентрируют свое внимание. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. И как вы понимаете, что все фишки из HyperOS 4, конечно же, можно попробовать лишь только на примере флагманского устройства и, конечно же, китайской прошивки. Но в последнее время там началась какая-то движуха, что этот как бы лаунчер системную оболочку можно с помощью root прав поставить и на глобальные прошивки, но это не точно, в общем там нужно заморачиваться. И понятное дело, что этот способ не для всех, и я ни в коем случае не говорю, что его нужно устанавливать, этот системный лаунчер, бежать делать unlock, ставить root права, ну и так далее. То есть сегодняшнее видео это больше знакомство с тем, что разработчики попытаются нам внедрить в этой новой прошивке под названием HyperOS 4. Сразу вам демонстрирую версию системной оболочки, чтобы не было ко мне лишних вопросов, что там это какая-то 7.50 или там 7.2.0, ну и так далее. Эта версия у нас 8.2.0.02. То есть это то, что должно быть уже непосредственно в HyperOS 4. И важное тут еще примечание. В конце у нас буковка R, то есть Rust. Приложение написано на новом движке, которое призвано в принципе-то улучшить работу смартфона. То есть не только системная оболочка будет на Rust, там погода на Rust, галерея на Rust. Ну, в общем, как бы разработчики от старого кода переходят к новому коду, ну и, соответственно, к новому движку. И, как вы понимаете, что не на все устройства всю эту историю можно будет накатить без всяких проблем. Компания Xiaomi такая посмотрела и подумала, вот мы выпускаем новую прошивку, новые там APK-файлы условно, новые фишки какие-то внедряем, а люди все равно берут и ставят эти APK-файлы в более там старые, там, что это было в MIUI, что в более там старые HyperOS, ну и поэтому решили вот пойти таким путем и, соответственно, закрыть установку на старых HyperOS. Теперь же более конкретно по тому, что мы тут с вами получаем. Как только вы либо устанавливаете себе этот лаунчер, либо же когда придет HyperOS 4, сразу же вы можете заметить, как поменяется у нас анимация открытия некоторых разделов. То есть те разделы, которые у нас не переводят в другой подраздел, а вот в таком формате открываются, они будут иметь обновленную анимацию. Вы сейчас это можете заметить. Вот сейчас я вам показал, как это выглядит в новой версии 8.0, и где-нибудь здесь сейчас еще постараюсь не забыть прикрепить то, как оно выглядит сейчас. Да, будет в пример глобальная прошивка, но все равно это будет очень хороший показатель того, насколько это все дело поменяется. И, соответственно, все оставшиеся разделы, которые имеют отношение вот к этим всплывающим подразделам, они также будут иметь обновленную анимацию. И, в принципе, если мы с вами затрагиваем всю систему в целом, то есть выходы на рабочий стол, открытие приложений, там, переход, там, калькуляторы, галереи, ну и так далее, все, конечно же, стало работать куда лучше. Я в своем телеграм-канале еще вчера написал, что эта вся история действительно стала поинтереснее, нежели было до этого. Разработчики подтянули все те косяки, которые встречались в оболочках, ну, будь то еще MIUI, будь то еще HyperOS, и мы с вами каждый год ждем какого-то определенного чуда, что вот разрабы там нам что-то поменяют, что вот разрабы там нам наконец-то улучшат те же самые анимации, и с года в год мы ожидали это, как знаете, как Новый год, и постоянно с каждой презентацией все эти надежды рушились. Но тут уже хотя бы есть хоть какая-то надежда на то, что разработчики улучшат анимации и отзывчивость системы. Но то, как в принципе новые анимашки отрабатывают, это, конечно, очень классно. Мне это прям зашло. Понятное дело, что есть и новые недавние, но с важным уточнением, если у вас более актуальное такое устройство, и под которое не нужно будет использовать Brevent или же SetEdit, потому что, как разработчики сделали в последних обновлениях, они просто закрыли возможности активировать скрытые фишки, которые были до этого. Также еще такая фича, которая была улучшена и подтянута, это растянутые папки.
Xiaomi решили подсмотреть, понятное дело, у других брендов и в других оболочках, что же можно интересного стырить к себе. И, как вы понимаете, их выбор пал на обновленные папки. То есть вот эта вот огромнейшая папка у меня на рабочем столе, это, конечно же, можно сделать по умолчанию. Без всяких root, без прочего. То есть, опять же, у меня устройство, как вы можете заметить, вот все, что есть на рабочем столе в приложениях и в папках, тут, конечно же, root прав у меня нет. И то есть мы с вами удерживаем папку и получаем следующие опции. Нажимаем на Edit и дальше, смотрите, мы можем ее растягивать, как нам будет удобно. Вот в таком формате. Если же вам такой формат не нравится, вы дальше можете следующим образом с этой папкой играться и, соответственно, можете под себя это все дело подстраивать. В общем, очень удобно. Я первый раз с таким редактированием папок столкнулся в ColorOS на примере Poco F7. Да, конечно, тот ColorOS является портом, не совсем прям оригинальной прошивкой на оригинальном смартфоне, под который она идет, но хотя бы такое первоначальное мнение можно было уже составить. Также многие ожидают жидкое стекло. Вообще какая-то, не знаю, то ли эйфория насчет него, то ли же хейт какой-то. Ну и в общем многие также мне говорят, вот там покажи, что по жидкому стеклу, ну и так далее. Где мы его можем с вами встретить? Мы можем его встретить в редактировании, соответственно, рабочего стола, вот эти элементы у нас под жидкое стекло. И также мы жидкое стекло можем встретить, когда хотим удалить, к примеру, какой-то виджет. И вот смотрите, вот здесь, где у нас кнопочка удаления, оно также было перерисовано под жидкое стекло. Опять же, кому-то нравится, кому-то не нравится, но как бы по факту, что есть, то есть. Также там есть еще такая тема, что когда мы вот так вот вводим ярлыком по рабочему столу, то мы можем видеть эффект такой светяшности. Но здесь, как вы можете заметить, такой фичи нет, потому что все то, что было показано в тех сливах и то, что публиковалось там разными каналами, то, ну, опять же, рискну предположить, что какая-то бета и там закрытая, там полузакрытая, с которой это все можно было повытягивать и закинуть людям такие файлы. И я вообще вот сколько уже, ну, в принципе, работаю с Xiaomi, сколько, в принципе, я с этими мобилками и прошивками связан, то есть такая определенная тенденция. Если какие-то там сливы всплывают, там скриншоты, картинки, скринрекорды и так далее, это все делается не просто так. Это специально вкидывается, чтобы люди могли посмотреть, над чем разработчики сейчас работают. Ну, есть как бы такая, ну, не то чтобы теория заговора, но есть такое мнение, зачем это все делается и почему это никоим образом не блокируется, не удаляется и никакие жалобы не кидаются. И что вообще я могу вам сказать по всему тому, что я увидел, протестировал и вообще чего я ожидаю? Вообще тема весьма очень интересная. Вот то, что я протестировал, я остался доволен этим. Потому что не хватает компании Xiaomi и разработчикам чего-то, вот знаете, вот своего. И вот постоянно ходим вокруг да около, постоянно с года в год не можем пофиксить там определенные проблемы. Но здесь хотя бы уже есть хоть какая-то надежда, что разработчики попробуют эту тенденцию сломать и как-то привлекать новых пользователей, а не наоборот наблюдать их отток. Как я уже сказал, что вы просто так эту версию не поставите, то есть тут либо надо делать спуфинг, либо же нужно под root права это все проводить, и как бы понятное дело, что будем с вами дожидаться того, что же выйдет в итоге. И как я уже в начале этого видеоролика сказал, что все новые приложения из HyperOS в большинстве своем будут на движке Rust, и потому просто так их на текущие HyperOS не накатить. Ну а что вы думаете по поводу новых анимаций, которые могут внедрить в HyperOS 4? Пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.